Но смотрите, очень круто. Мы не только сделали и запустили рекламную кампанию, мы также создали сайт, проработали целевую аудиторию, провели каст-девы, провели анализ аудитории, вытащили все смыслы, которые нам необходимы, плюс создали рекламу в Яндекс.Директ, запустили ее и тут же получили результат. Ну это просто сказка. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и в этом видео мы с вами продолжим заниматься тем, что использовать нейросети и искусственный интеллект в качестве решения каких-то маркетинговых задач. В этом видео конкретно мы с вами будем настраивать Яндекс.Директ, используя чат GPT, скорее всего, 4-ю версию. Смотрите, значит, моя основная задача — это помочь блогерам, предпринимателям, маркетологам научиться использовать и, самое главное, захотеть применять искусственный интеллект, потому что то, что мы делаем с помощью искусственного интеллекта, сегодня реально показывает офигительный результат, если вам честно скажу. Поэтому наша основная задача — это как можно быстрее научиться использовать искусственный интеллект в качестве своего личного помощника и решать с его помощью какие-то маркетинговые задачи. Я не скажу, что он делает прям все как-то круто, идеально. Я скажу одно: он делает все это намного быстрее, чем обычный человек. То есть мы с вами будем, даже по этому видео я вам покажу, как быстро можно настроить Яндекс.Директ, используя подсказки от того же ChatGPT. Я не использую русскоязычный сегмент искусственного интеллекта, потому что я уже как-то проводил сравнение, они еще не совсем догоняют тот же чат GPT, особенно 4-ю версию его. Я использую то, что сегодня реально работает и работает намного быстрее, намного круче, чем все остальные инструменты. Значит, чем мы сегодня займемся? Мы с вами настроим полностью рекламу в Яндекс.Директ, плюс проведем небольшую подготовительную работу для настройки Яндекс.Директ, используя чат GPT 4-ю версию. Для начала хочу сказать, что весь процесс рекламы, запуска рекламы, что в Яндекс.Директ, что на других площадках, он происходит из нескольких этапов. Первый этап — это, конечно же, подготовительный этап. Что мы делаем на подготовительном этапе? Мы делаем каст-девы, мы анализируем аудиторию и как бы узнаем потребности, проблемы нашей целевой аудитории. Там много убеждения, много различных параметров. Значит, как эти данные могут нам сыграть в нашу пользу для работы с тем же Яндекс.Директом? Во-первых, мы можем, если у нас уже есть эти какие-то данные, у нас есть какие-то наработки, мы уже проводили, может быть, каст-девы, у нас есть какие-то записи по нашей аудитории, то, соответственно, мы можем все это выгрузить непосредственно в чат GPT, либо в любой другой искусственный интеллект и попросить его провести анализ. Анализ, например, по возрасту, по полу, по потребностям, по задачам, по тому, зачем люди, соответственно, пришли именно к нам, что повлияло для них во время покупки, то есть что было ключевым этапом при оформлении сделки. То есть если у нас эти данные все есть, то есть если вы собираете какие-то данные, например, я это все собираю, когда я продаю какие-то свои обучающие материалы, у меня есть всегда анкета. И перед тем, как человек проходит какое-то обучение, он, соответственно, заполняет анкету, пока он свеж, пока он только что принял решение, мне необходимо узнать, соответственно, его какие-то моменты, которые повлияли на то, чтобы эти решения он принял. Конечно, да, все люди врут, и там правды никогда не найти, но при этом, проанализировав хотя бы таким вот образом данные, мы уже можем в будущем делать рекламу с упором, соответственно, на эти данные. Значит, смотрите, если у нас этих данных нет, что мы делаем? Мы проводим каст-девы, то есть мы созваниваемся там с потенциальными клиентами, либо с нашей, как мы предполагаем, целевой аудиторией, соответственно, уточняем у них какие-то вопросы, которые нас интересуют. Соответственно, почему они будут покупать, какие у них интересы, что они смотрят, где они сталкиваются, соответственно, с рекламой, как они действуют. Это все можно, конечно, тоже узнать, но тоже здесь, когда проводишь каст-девы, очень часто люди тоже врут. То есть, если они говорят, вот у меня интересы там маркетинг, продажи, предпринимательство, я интересуюсь этой темой, потом включают свой инстаграм, а там, соответственно, котики, мотоциклы, машины и какие-нибудь
как какие-нибудь блогеры, которые ничего не делают, только отдыхают. Соответственно, здесь тоже необходимо четко искать баланс, поэтому я в последнее время стал проводить каздевы именно с ChatGPT. То есть я ему задаю вопросы, например, представь, что ты там такой-то, такой-то человек. То есть я описываю ему потенциально свою целевую аудиторию, например, женщина 25-32 года, живущая в там-то, там-то, соответственно, чем она занимается. И, соответственно, уточняю у него те вопросы, которые мне необходимы, то есть какие у нее проблемы, как она принимает решение о покупке. И здесь, в отличие, то есть мы играем с ChatGPT таким образом, что он входит в роль нашего потенциального сегмента целевой аудитории. И дальше мы уже ему задаем вопрос. Если мы вообще не знаем, да, даже вообще не предполагаем, какой у нас потенциальный сегмент целевой аудитории, мы можем ему рассказать побольше о своем продукте и, соответственно, попросить его рассказать, какие потенциальные сегменты есть в этом продукте, какие потенциальные сегменты могут быть среди этой аудитории. Уже дальше мы его вводим в курс дела и, соответственно, начинаем с ним работать. Это такой подготовительный этап. Этот этап нам необходим для того, чтобы мы понимали, на что делать упор в своей рекламе. Следующий этап — это этап создания сайта. Здесь нам ChatGPT тоже помогает. То есть мы ему задаем определенные вопросы, да, например, какие, то есть мы вообще не понимаем, как нам делать сайт. Мы ему задаем самый, наверное, простой вопрос, да, как сделать сайт, либо какие ключевые блоки могут быть на странице приземления. То есть мы ему задаем такой вопрос, и дальше он нам рассказывает, соответственно, какие ключевые блоки должны быть на странице приземления. Ну, вот он в данном случае говорит, что это заголовок, подзаголовок, героическое изображение или видео, преимущества, особенности, отзывы, социальные доказательства. И, соответственно, мы ему сначала задаем общий вопрос. Вообще при работе с любой нейросетью, с любым искусственным интеллектом мы должны задать общий вопрос, а уже позже погрузиться в детали. Мы рисуем как бы большую схему того, что должно быть на странице приземления, и дальше уже углубляемся, да, какой заголовок, либо заголовок, а потом уже подзаголовок должен быть для привлечения таких-то, такой-то, такой-то аудитории, когда мы продаем такой-то, такой-то продукт. И, соответственно, он нам также уже погружается более детально в наши, соответственно, запросы. И таким образом мы вот шаг за шагом, соответственно, делаем сайт для нашей рекламной кампании. Вот эту страницу приземления, например, для своей рекламной кампании я делал полностью, используя данные ChatGPT. То есть это одна из страниц, у меня есть несколько страниц приземления, которые я рекламирую непосредственно в Яндекс.Директ. И это вот именно эта страница, она была полностью сделана с использованием ChatGPT. То есть я спрашивал у него заголовки, подзаголовки, темы, что влияет на людей при принятии решения, как они захотят ли они тыкнуть, соответственно, на кнопочку, перейти в Telegram, перейти на следующий шаг, оставить свои контактные данные. То есть все это, здесь каждое слово писал, соответственно, искусственный интеллект. Я немножко подправлял, корректировал, но эта страница спустя там 2 недели, она показывает лучший результат по сравнению со всеми остальными страницами, которые у меня были, либо которые у меня есть в данный момент в рекламе. То есть эта страница конвертит лучше там, на порядка 15 или 20%, чем все остальные страницы. И эта страница полностью сделана, соответственно, с использованием ChatGPT. Значит, вот мы также проделываем следующий шаг, то есть мы прорабатываем нашу страницу приземления, и уже после этого мы переходим в рекламную кампанию Яндекс.Директ и создаем непосредственно рекламу. Я в основном в Яндекс.Директ всегда выбираю конверсии трафик, то есть это самый простой мастер рекламных кампаний. Мы с вами здесь не будем залезать буквально в семантическое ядро этой рекламной кампании, но мы выбрали, соответственно, кампанию и выбрали, соответственно, сайт, и нам необходимо дальше проработать целевую аудиторию, нам необходимо проработать изображение, добавить ссылки. И здесь мы больше будем, соответственно, работать с вариантами заголовков. То есть нам необходимо
обучить нашего чат GPT, что мы должны сделать, соответственно, заголовок для нашей рекламной кампании. Значит, заголовок в Яндекс.Директе всегда состоит из 56 символов, то есть мы запускаем чат GPT и сразу же ему говорим: ты для моей рекламы. То есть сначала мы ему просто говорим, что слушай, да, ты будешь там помогать составлять нашу рекламную кампанию. Дальше мы уже начинаем его учить. Смотри. Дальше, значит, мы ему рассказали, какие требования существуют у Яндекс.Директ рекламы. И, соответственно, сказали, из чего должен состоять заголовок, и он после этого, он понимает нас, он говорит: хорошо, я понимаю ваши требования к заголовку, но мне необходимо знать следующие данные. Какой товар либо услугу мы будем рекламировать, какие ключевые характеристики или преимущества этого товара или услуги вы хотели бы выделить, какая целевая аудитория вашего продукта. Эта информация поможет мне создать эффективный и точный заголовок, который будет соответствовать указанному лимиту в 56 символов и отражать суть нашего предложения. То есть он не просто тупо, мы ему загружаем какие-то данные, говорим, либо да, сделай мне 5 заголовков для моей рекламной кампании в Яндекс.Директ, я продаю консалтинг. Нет, мы с ним как бы ведем общение, мы с ним ведем беседу, то есть мы с ним креативим, вместе креативим. И он понимает нас, он понимает, что мы ему прислали требования, он понимает, что мы от него хотим. И он для того, чтобы дать нам максимальный результат, он нам начинает задавать вопросы. И вот важно при работе с искусственным интеллектом, неважно Яндекс.Директ, либо ChatGPT, либо любая другая нейросеть, важно, чтобы довести его до состояния, когда он нам начнет задавать вопросы, чтобы он как бы лучше понял нас. И вот здесь, вот видите, он уже на втором сообщении нам сказал, что окей, хорошо, давай проработаем то, что мы будем рекламировать. И мы ему задаем, соответственно, вопросы. Мы ему отвечаем на эти вопросы, да, что мы будем рекламировать. Можно даже не отвечать на вопросы, а просто прислать ему текст, который, соответственно, на странице приземления. То есть мы ему полностью сейчас прислали данные, что у нас есть на странице нашей приземления. И, соответственно, на основе этого мы его сейчас попросим сделать несколько заголовков для нашей рекламной кампании, не больше 56 символов. И вот он думает, да, анализирует на основе предоставленного текста, изображения. Я могу предложить несколько вариантов заголовков. Можем ему также отправить текст с нашей страницы продажи. Да? Так, давайте посмотрим, что он нам, соответственно, выдаст. Вот несколько вариантов заголовков. Автоворонка продаж, плюс 10 клиентов ежедневно. Сейчас он будет делать нам варианты для нашей рекламной кампании. Мы можем также эти варианты либо как-то усилить, то есть попросить его усилить, что-то изменить, либо просто можно вставить вот так вот, берем, копируем, соответственно, эти данные и отправляем уже непосредственно сюда. Видите, подходят ли данные рекламной кампании, проверяем, да? Второй заголовок, третий заголовок, четвертый заголовок. Соответственно, вот таким вот образом мы отправляем все ему заголовки. Мы можем его попросить, например, можем ему сказать, что я знаю, что заголовки с цифрами привлекают больше внимания, добавь цифры в заголовки. Соответственно, он начнет переформатировать, соответственно, те наши варианты, которые он уже здесь прописал. Либо мы можем попросить его сделать не 5 заголовков, да, например, напиши еще, не напиши, а составь еще 15 заголовков, чтобы у нас был выбор, да, для нашей рекламной кампании. Вот, напиши еще 15 заголовков. И теперь у нас появляется большое количество
вариантов для нашей, соответственно, рекламной кампании. И здесь мы уже выбираем, либо мы тестируем те варианты, которые он нам предложил, либо мы, соответственно, выбираем те варианты, которые он нам предложил. И следующим этапом, то есть мы проделали заголовки, нам необходимо проделать текст, рекламный текст. То же самое, мы начинаем его изучать, ему рассказывать. Хорошо, разобрались с заголовками. Давай проработаем. Здесь прописываем, соответственно, требования. И, если я не ошибаюсь, там необходимо 81 символ. Все. То есть он нам подготовил сейчас, готовит до конца заголовки для нашей рекламной кампании. И мы уже переходим на следующий этап. То есть мы переходим на следующий этап работы с текстом. Мы ему говорим: хорошо, давай с заголовками разобрались, давай проработаем следующий этап. Следующий этап — это у нас уже текстовый блок, то есть варианты текстов для наших объявлений. Всего должно быть 3 варианта текста, но мы можем также его попросить сделать побольше вариантов. И самое интересное, что вот когда, вот в отличие от, видите, иногда возникают ошибки. Самое интересное, что когда мы работаем там с тем же чат GPT, а не с каким-то Telegram-ботом, который работает на основе чат GPT, здесь преимущество в том, что в рамках чата он запоминает, то есть он хранит большой объем информации в рамках нашего чата, и он понимает нас. То есть если мы его сначала обучили, рассказали все о своем продукте, о своей идее, о своем проекте, о своей целевой аудитории. То есть если мы с ним вместе готовим, например, сайт, мы это все прорабатываем. То есть с самого начала, начиная от каздевов, заканчивая целевой аудиторией. И потом, когда мы уже на основе всех этих данных подходим к заголовкам для нашей рекламной кампании, мы говорим: слушай, вот мы с тобой провели большой анализ, давай-ка вот по этим данным мы сейчас с тобой будем готовить заголовки. Мы с тобой сделали сайт, мы с тобой сделали текст, мы с тобой собрали страницу приземления, мы с тобой собрали страницу продажи, мы с тобой провели каздевы, мы с тобой провели анализ моей целевой аудитории, да, если у нас есть какие-то данные. И на основе этого мы каждый шаг за шагом, то есть каждый шаг у нас уже будет проще. То есть даже в рамках вот этого небольшого чата мы уже увидели, что нам не нужно его заново учить. То есть в этом-то и преимущество работы именно в рамках чата с нейросетью. То есть нам не нужно по 10 тысяч раз ему рассказывать что-то одно и то же. В отличие от тех же там Telegram-ботов, которые просят, они не понимают. То есть они понимают все в рамках одного предложения. Все. И люди плюются и говорят: блин, ну что за бред? Это чат GPT в Телеграме. Но он не бред, просто необходимо в рамках чата с ним работать. И тут же он нам вот уже придумал 10 вариантов текстовых, которые мы можем использовать непосредственно для создания своей воронки продаж. Выбираем несколько вариантов. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, да, смотреть, какой вариант мне подойдет. Просто выберу несколько вариантов, которые мы будем использовать в рекламной кампании. И вот третий вариант. Все тексты, все заголовки вложились в рамки нашей рекламной кампании. Значит, следующим этапом мы у него на основе этих, мы ему даем задание сделать изображение, да. И преимущество того же чат GPT в том, что мы можем с ним работать в рамках не только текстового формата. Здесь также интегрирован DALL-E, какая-то вторая, по-моему, версия, и, соответственно, она также генерирует нам изображения для нашей рекламной кампании. То есть сейчас, в данный момент, он просто создает нам изображения для нашей рекламной кампании. И эти изображения, вот мы ему требования все прислали к изображениям, какое должно быть разрешение, какие должны быть форматы, какой должен быть размер, соответственно, этого файла. И на основе всех вот этих вот данных, что мы провели выше, он подберет нам изображения, то есть создаст
создаст нам изображения, которые будут кликабельны, которые соответствуют полностью нашей рекламной кампании. К сожалению, сюда мы не можем выгружать как бы свои какие-то личные изображения, хотя я замечал, что личные изображения работают лучше в рамках рекламных кампаний. Но вот он нам предложил такой вариант. Да? Мы ему сказали, что нам не нравится сделать что-нибудь человечнее, чтобы на изображении была девушка. И здесь уже он нам опять начинает генерировать необходимое нам изображение по нашему запросу. И таким образом мы можем шаг за шагом. Вот, например, девушка, которые мы от него требовали. Но здесь, конечно, промпты лучше писать более как бы глубоко, более описывать информацию, которая нам необходима. Но в принципе, я думаю, что вот это вот изображение тоже вполне можно использовать. У нас есть большое количество промптов для создания изображений для Midjourney и для Midjourney и для... У нас есть также большое сообщество, где мы можем, соответственно, прописывать какие-то промпты для рекламы. Например, вот у нас есть промпт любого вида, и мы, соответственно, можем ему в качестве запроса для нашей рекламной кампании добавить сюда еще какие-то вот промпты, которые есть в нашей базе, то есть чтобы изображение выглядело намного, как это сказать, ну, круче, наверное, да, вот, например, вот этот вот промпт давайте использовать и также пропишем ему остальные. Давайте еще посмотрим, как промпты у нас, правда, для Midjourney, для DALL-E мы используем их, конечно, но они не всегда подходят. Давайте посмотрим, как он справится, вот если мы ему еще добавили вот этот вот промпт. Вот, он нам сделал уже улыбающуюся девушку, да, по нашему запросу, которая работает с воронкой продаж. Давайте загрузим вот любое изображение, которое мы выбрали. И это изображение уже будет больше привлекать внимание. Я, конечно, больше фанат изображений, которые мы используем. Они должны быть, на мой взгляд, с лицом автора. Но, в принципе, вот это вот изображение тоже неплохое. Вот. Также мы можем прописать еще несколько промптов, подгрузить еще изображений до 5 штук и уже дальше выбрать и запустить то, что нас, соответственно, интересует. Ну вот смотрите, вот такие вот получились у нас изображения, такие у нас получились заголовки. Дальше мы прописываем, соответственно, быстрые ссылки, выбираем регионы показов, которые нам необходимы, выбираем аудиторию по возрасту, полу, которая нам необходима для нашей рекламной кампании, подключаем счетчики, включаем цели и выбираем, соответственно, недельный бюджет, автоприменение рекомендаций, либо оставляем, либо убираем и, соответственно, кликаем на кнопку «Создать кампанию», и все. Наша рекламная кампания тут же запущена. Причем рекламная кампания полностью сделанная с использованием ChatGPT. То есть мы с вами проработали аудиторию, мы с вами создали сайт, создали страницу приземления, создали непосредственно заголовки, создали изображения, создали тексты для этих изображений. И дальше нам уже необходимо просто будет создать воронку продаж, которую также можно сделать, используя ChatGPT, но чтобы не затягивать это видео, я уже туда не буду погружаться, потому что это уже более глубокая работа. Таким вот образом мы можем создавать рекламные кампании, вообще, можно сказать, даже открывать направления в любом проекте, используя ChatGPT. В данном случае вот при запуске рекламы в Яндекс.Директ. Также можно и в рекламу в Инсте, в ВК, в Гугле, где угодно. То есть ChatGPT, вообще искусственный интеллект и нейросети открывают нам большие возможности в маркетинге, в продвижении, в предпринимательстве и продажах. И по моему опыту, да, вот те проекты, в которых мы использовали ChatGPT, они те компании, например, рекламные, в которых мы использовали искусственный интеллект, ChatGPT, например, либо какой-то другой искусственный интеллект, соответственно, они приносили лучший результат, чем, соответственно, другие созданные нами вручную. И все это делалось достаточно быстро. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео, напишите комментарий какой-нибудь, вопрос, может быть, какие-то сложности у вас возникают. Посмотрите все ссылки, которые мы размещаем в описании к этому видео. Там очень много полезных материалов. С вами был Игорь Зуевич. Пока.